Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как вывязывается в реглане V-образный вырез. Заодно я вам расскажу, как рассчитать рукав в реглане. Причем рассчитывать рукав мы будем длинный, из которого впоследствии можно связать и такой короткий, из этого же расчета. Также вам расскажу по поводу вот этих полосок. Там есть некоторые нюансы, на которые нужно будет обратить внимание. Сразу хочу предупредить тех, кто не любит смотреть расчеты. В этом ролике они тоже присутствуют. Поэтому либо вы вяжите сами на глаз, либо делайте расчеты. Вот так он выглядит спереди, и вот так выглядит сзади. Для начала мы должны с вами снять мерку окружности шеи на того человека, на которого будем вязать. Поскольку у меня здесь нет на манекене яремной ямки и 7-го шейного позвонка, то я буду снимать мерку четко по окружности. Вы замеряйте по плечу, по яремной яме, опять по плечу и сзади на 7-м шейном позвонке. То есть у вас получится вот таким образом где-то. Будет лежать лента сантиметровая. Либо на некоторых изделиях, особенно в мужских сорочках, сзади на воротничке, на внутренней части, стоит размер воротника. Также есть вот такая таблица. Вот она. Очень хорошая. Вот здесь есть строка «Окружность шеи». Вот она. В зависимости от полуобхвата груди, то есть размера, либо роста. Эту таблицу я выложу на своих страницах на сайтах и дам ссылку. Вот я нарисовала окружность своего манекена, замерила, и у меня вся окружность 21 сантиметр. Теперь вяжем образец именно тем узором, которым вы будете вязать изделие. И высчитываем, сколько петель в 1 сантиметре. Кому трудно высчитать именно по сантиметровой ленте, вот очень тяжело высчитать, значит, вы вяжите образец на сколько-то петель, посчитайте количество петель. Вот у меня их 28 петель. И ширина этого образца 8,5 сантиметров. Значит, мы можем узнать, сколько петель в 1 сантиметре. 28 делим на 8,5 и получаем 3,29 петли. Значит, вот это число до окончания расчета не округляйте.
Теперь мы должны узнать, сколько петель нужно набрать на нашу окружность. Вот я буду на окружность 21 сантиметр высчитывать. Значит, мы 3, 29 умножаем на 21 сантиметр. Получаем 69,09 петли. Вот только теперь мы можем округлить. 69 петель. В принципе, расчет реглана я уже показывала. Ну, и еще раз покажу. Дальше. Всю окружность делим таким образом. Это у нас будет плечо. Это у нас спинка. Это перед. Здесь у нас второе плечо. Значит, я буду давать на линию реглана по одной петле. Вы можете давать по 2, по 3, кому сколько нравится. Я по одной. Из всего количества петель мы вычитаем линии реглана. Получаем 65 петель. Шестьдесят 5 петель делим на 3 части. Почему на 3? Одна часть идет наперед, одна часть. Одна часть идет на спинку, и половина части идет на один рукав, и половина части на другой. Получаем по 21 петле. И у нас еще 2 петли в остатке. Значит, наперед у нас уходит 21 петля. На спинку идет 21 петля. Так, чтобы не сливалось. И 21 петля идет на 2 рукава. Вот эти 2 петли, которые у нас в начале остались, мы должны приплюсовать. Если мы вяжем на мужчину, как я уже говорил, у них спина шире, мы плюсуем к спинке. Если вяжем на женщину, то плюсуем к переду, потому что у женщины грудь, а у мужчины шире плечи, спина шире. Ну и, естественно, плечи. Поскольку я буду вязать на женскую фигуру, я эти 2 петли плюсую к переду. Все, с ними мы разобрались. Теперь у нас еще 21 петля на 2 рукава. То есть мы 10 петель на один рукав, 10 петель на другой рукав. И 1 петля у нас остается. Опять же, я вяжу женщине, я ее плюсую вперед. Теперь по поводу рукавов, плечей. На плечо в классическом реглане всегда оставляют 1,5 сантиметра. Вот сюда. 1,5 сантиметра. Мне часто задают вопрос, почему очень мало петель изначально на рукава оставляется. Потому что у вас за счет прибавок вокруг линии реглана рукав пойдет очень широкий. Мы же прибавляем в каждом ряду. Поэтому
Поэтому в классическом реглане всегда оставляют на плечо 1,5 сантиметра. Теперь высчитываем, сколько петель нам нужно оставить на 1,5 сантиметра на плечо. Значит, в 1 сантиметре у нас 3,29 петли. 3,29 умножаем на 1,5 и получаем 4,94 петли. Округляем, это 5 петель. Значит, мы из 10 петель вычитаем 5 и плюсуем их к спинке. А из этого плеча вычитаем 5 петель, плюсуем к переду. Все. Вот это расчет реглана классического. Когда вы вяжете, вот, допустим, свитер, манишку. Вот этот расчет. Дальше. Теперь мы должны вязать плечо укороченными рядами. Значит, мы должны плечо разбить. Не мною придумано, испокон веков, как вяжут реглан, плечо делят всегда на 4 части. Значит, у нас здесь осталось 5 петель. Вот от 10 мы отняли 5. 5 петель делим на 4 группы. Вот они, 1, 2, 3, 4 группы. Получаем по одной петле в каждой группе. Вот сюда одна, сюда одна, сюда одна петля и сюда одна. Но у нас еще одна петля остается. И вот эту одну петлю всегда плюсуют к той группе, которая к спинке ближе. То есть вот сюда. Вот сюда мы должны приплюсовать одну петлю. И у нас рукав получится таким образом. Вот начиная отсюда. 2, 1, 1 и 1. Если бы у вас в остатке было, допустим, не одна петля, а 2 петли, то вторую петлю вы бы приплюсовали ко второй группе, то есть вот сюда. Так, с этим мы разобрались вроде. Теперь мы должны определить глубину выреза. Нижняя точка глубины выреза обычно располагается ниже груди, чуть ниже груди. Дальше мы с вами оставляли на плечо 1,5 сантиметра, но здесь есть середина плеча. То есть вот 1,5 сантиметра кладете так, чтобы эти 1,5 сантиметра разделились пополам. И от этой точки вот сюда проводите линию. Вот у нас примерно середина плеча. Значит, как я уже сказала, здесь у нас 1,5 сантиметра. Вот мы разделили пополам. И от этой точки находим глубину выреза. Так, повыше, чтобы видно было. Вот примерно так. Ну, это я так схематически рисую. Соединяем. Затем из этой же точки проводим вертикальную прямую. И соединяем вот с этой точкой. И замеряем. Здесь высчитать нельзя. Вам нужно только замерять. Вот у меня после замеров получается здесь 11,5 сантиметров.
А здесь у меня 4 сантиметра. И нам нужно на основе этого треугольника узнать, через сколько рядов делать прибавление. Теперь нам нужно узнать, сколько петель в этих 4 сантиметрах. Значит, в 1 сантиметре у меня 3,29 петли. Значит, я 3,29, это запятая, умножаю на 4 сантиметра. И получаю 13,16 петли. Или округляю 13 петель. Теперь вот это расстояние, вертикаль, 11,5. Одиннадцать с половиной сантиметров делим на 13 петель. И получаем 0,88 сантиметров. Округляем. Это почти 1 сантиметр. Теперь берем наш образец. Значит, образец, который вы свяжете, не выбрасывайте до конца вязания, либо запишите все параметры. Сколько петель у вас в образце и сколько кромочных в сантиметре. Вот, у меня получился 1 сантиметр. Вы смотрите свои расчеты. Вот смотрю, сколько кромочных в 1 сантиметре. 2 кромочных. 1 сантиметр у меня соответствует 2 кромочным. А мы знаем, что 1 кромочная — это 2 ряда. Значит, 2 кромочные — это 4 ряда. То есть нам нужно сделать прибавление вот здесь, в каждом 4-м ряду. Эти расчеты вам еще понадобятся для расчета вывязывания рукава. Рукав высчитывается тоже по такому же принципу. То есть мы в 1-м ряду, вот 1-й ряд, делаем прибавление. Вот, допустим, сделали прибавление. Потом 2-й, 3-й, 4-й ряд вяжем без прибавлений. Сюда входят и лицевые, и изнаночные ряды. И только в следующем ряду делаем прибавление. 1 петлю. Опять провязываем 6-й ряд, 7-й, 8-й без прибавлений. Вот 1, 2, 3. И только в следующем ряду делаем прибавление. Причем это делается с 2 сторон. Все расчеты. Теперь хочу обратить ваше внимание на такой момент. Допустим,
что у вас в 1 сантиметре не 2 кромочных, как у меня получилось, а 1,5 кромочных. То есть 1,5 кромочные. Через сколько рядов нам нужно делать убавление или прибавление? Вот 1 кромочная — это 2 ряда. И еще половина кромочной — 1 ряд. Значит, 1 кромочная — это 2 ряда. И половина кромочной — вот, это 1 ряд. Значит, вам убавление или прибавление нужно делать таким образом. В 1 ряду вы прибавляете, затем 1 ряд не прибавляете, еще 1 ряд не прибавляете, и только в 3-м ряду вы делаете прибавление. И дальше опять не прибавляете, 2 ряда пропускаете, а в 3-м прибавляете. 2 ряда пропускаете, в 3-м прибавляете. У нас же здесь в итоге 3 ряда. Вот, значит, мы прибавление делаем в каждом 3-м ряду. Поскольку мы с вами вяжем V-образный вырез, значит, вот эту часть мы в расчет не берем. Мы будем с вами вязать от линии реглана, но сюда мы еще добавим 1 кромочную петлю. И здесь тоже будет 1 кромочная добавлена. Вяжем от кромочной через спинку и до следующей кромочной. И будем вязать укороченными рядами, как мы обычно с вами и вязали. То есть мы провяжем сначала полный ряд и затем начнем вязать укороченными. Значит, я буду набирать петли на дополнительную нить, то есть набросовую, которую потом мне жалко будет выкинуть. Набирать я буду с помощью крючка и спицы. Вы набираете так, как вы привыкли, как вам нравится. Вот делаю первую петлю, затем беру спицы именно того номера, которым вы вязали образец, обязательно именно этим номером. Значит, спицу укладываем на рабочую нить. Вот здесь хвостик остался, здесь рабочая нить. И протягиваем. Давайте еще раз покажу. Значит, сначала делаем обычную петлю. Вот хвостик. И на рабочую нить укладываем спицу. И затем вытягиваем петлю. Затем рабочую нить заводим за спицу. И вытягиваем петлю. Рабочую нить за спицу. И вытягиваем петлю. За спицу. И вытягиваем петлю. И так мы набираем на спицу необходимое количество петель. Давайте считать, сколько получается у нас. Так,
Здесь будет одна кромочная, одна линия реглана, это 2. Здесь 5, 7, 8. Здесь 8 петель. Здесь у нас 26. И здесь 8. Итого я должна набрать, значит, начиная от кромочной и до следующей кромочной 42 петли. Ну вот, значит, таким методом набираем 42 петли. Кто не хочет так набирать, набирайте как привыкли. Теперь берем нить, которой будем вязать, основного цвета. Вот у меня желтая. И запаситесь маркерами, кто какими привык работать. Вот у меня маркеры нарезанные из трубочек для коктейлей. Я привыкла работать с ними. И вяжем изнаночный ряд подготовительный. Провязываем кромочную петлю. Вот у нас здесь кромочная. Затем одна петля идет линия реглана. Мы ее должны выделить. Вот ставим маркер. Провязываем линию реглана. И опять ставим маркер. Затем у нас, по крайней мере у меня, идут петли плеча. У меня их 5 штук осталось. Вот от 10 отняла 5. Значит, 5 петель плеча провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Затем у нас идет одна петля линии реглана. Тоже ее выделяем. Ставлю маркер. Провязываю линию реглана. И опять ставлю маркер. И дальше идут петли спинки. Вот у меня 26. Вы провязываете свое количество, которое вы посчитали. После спинки у нас идет одна петля линии реглана. Мы ее должны отметить. Провязываем линию реглана и ставим маркер. Затем 5 петель плечо у нас. Четыре, 5. Затем идет линия реглана. И кромочная. После того, как мы с вами провязали изнаночный ряд, подготовительный, раскидали петли по нашей схеме, поворачиваемся на лицо и вяжем лицевой ряд, уже основной. Значит, кромочную снимаем, до маркера добавляем из протяжки лицевую скрещенную, маркер переснимаем, провязываем линию реглана,
Следующий маркер переснимаем. И после него тоже добавляем лицевую скрещенную. То есть провязали мы с вами кромочную, добавили петлю, вот линия реглана, добавили до и после нее петлю. И теперь вяжем петли плеча. Вот у меня их получается 5 петель. От 10 отняла 5. 1, 2, 3, 4, 5. И вот у нас линия реглана отмечена. Значит, мы перед ней из протяжки добавляем петлю. Вот эта линия реглана, мы ее вяжем. Маркер пересняли, петлю провязали, маркер пересняли и опять добавляем из протяжки лицевую петлю. И далее вяжем петли спинки. Значит, петли спинки провяжите самостоятельно до следующей линии реглана. Ну вот, провязала я спинку, дошла до линии реглана. Значит, добавляем мы перед линией реглана лицевую петлю скрещенную. Затем маркер снимаем. Линию реглана провязываем, маркер переснимаем. После линии реглана опять из протяжки добавляем петлю. И провязываем первую группу. Это не важно, с какой стороны смотреть, с этой или с этой. Вот у нас 2 петли. Вот мы их должны провязать в плече. 1, 2. Поворачиваемся. Эту петлю мы снимаем как бы с накидом. И рабочую нить затягиваем. И образуется вот 2 петельки. Но это одна петля. Мы ее потом как одну петлю провяжем. Вяжем укороченные ряды. В изнаночных рядах мы ничего не добавляем. Вот, захватили мы с вами эти 2 петли и поставим здесь точку, что мы здесь были. И вяжем спинку и захватываем 2 петли. Провязала я все петли спинки. Вот дошла до линии реглана. Здесь мы в изнаночном ряду ничего не добавляем. И провязываем 2 петли только. Разворачиваемся. Петлю переснимаем. И рабочую нить перебрасываем, натягиваем. Провязываем лицевую. И перед маркером в лицевом ряду, перед линией реглана, добавляем из протяжки петлю. Провязываем линию реглана, маркер переснимаем. Значит, отметим эти 2 петли
мы с вами уже захватили. И вяжем опять в обратном направлении и захватим следующую группу из одной петли. У меня, по крайней мере, одна. У вас я не знаю, сколько по вашим расчетам. Довязала я спинку до конца, и перед маркером, конечно, мы с вами добавим петлю. Маркер пересняли, лицевая, маркер пересняли. И дальше, смотрите, у нас раньше уже был накид сделан один. Поэтому вы не обращайте внимания, вы ориентируйтесь вот по этой петле, по двойной. Вот когда вы ее провяжете, у вас пойдет следующая группа. Следующая группа у меня одна петля. Вот я ее захватываю и разворачиваюсь. Ее переснимаю. Все, теперь у нас все петли задействованы. Росток мы с вами связали. Для чего росток нужен? Чтобы спинка не тянула назад. И теперь мы приступаем к вывязыванию мыса. Вот мы рассчитались с вами. Значит, сейчас мы в первом ряду добавим одну петлю. Кромочную снимаем. Из протяжки добавляем одну петлю. Затем провязываем следующую. И перед маркером добавляем еще одну лицевую. Провязываем линию реглана. И добавляем еще одну лицевую. И дальше вяжем выбранным узором. Вот здесь мы после кромочной добавили одну петлю. Провязываем. Перед и после маркера добавляем петли. Здесь тоже добавляем. Здесь добавляем и еще добавляем петлю. Перед кромочной тоже нужно добавить. Потому что это будет другая сторона выреза V-образного. Значит, дальше вы провяжите самостоятельно. Вот довязала я почти до конца. Вот здесь я петлю добавила. Линию реглана провязала. Здесь мы после линии реглана обязательно в каждом лицевом ряду добавляем петлю. Следующую провязываем. И перед кромочной, вот здесь тяжеловато будет, тоже нужно добавить петлю. Значит, и перед кромочной добавляем из протяжки еще одну петлю. Что хочу сказать. Вот в этом месте очень тяжело вязать петлю. Вы вот первый раз добавили, а теперь вы можете 2 оставлять, а добавлять здесь. Тогда удобнее будет вам брать петлю из протяжки. Потому что с края очень тяжело. Берите вот, оставляйте 2, а здесь добирайте. Вот можно здесь точно так же сделать. Вот, провязали мы, значит, с вами ряд, в котором добавили петлю одну. Теперь мы провязываем изнаночный, потом лицевой и опять изнаночный.
То есть мы должны провязать 3 ряда. И только в следующем лицевом ряду вы будете добавлять петлю. С 2 сторон. С этой и с этой. А возле линии реглана с 2 сторон вы будете добавлять петли в каждом лицевом ряду. Значит, я провязала один ряд, где добавила петлю, потом провязала изнаночный ряд. Вот изнаночный ряд. Там у нас петли вообще не добавляются. Теперь вяжу 3-й ряд, он будет лицевой. Значит, после кромочной в этом ряду мы не добавляем петлю. Вот, просто провязываем. А перед линией реглана обязательно добавляем. И после линии реглана то же самое. Добавляем петлю. Надеюсь, это понятно. Вот, здесь тоже мы добавим. Здесь добавим. Здесь добавим. А здесь добавлять не будем. Потом мы с вами вяжем изнаночный ряд в обратном направлении. И уже в следующем лицевом ряду будем добавлять петли. Добавляйте после 2-й, наверное. Здесь удобнее будет после 2-й, а здесь до 2-й. Вот здесь петлю. Все, дальше вяжите самостоятельно вот до этой точки. Итак, связали мы с вами до той точки, которую определили. То есть вот до этой точки. Как же нам теперь определить линию реглана? Вот у меня есть такая таблица. Я ее однажды показывала, но я не знала, что означают вот эти цифры 4. Оказывается, это линия реглана, вот в зависимости от размера, вот размеры для женщин, woman, для мужчин, men, и для детей, children. И вот эта линия реглана, вот эта короткая, маленькая, вот она указана в начале. А цифра 4 плюс 4 это линия реглана, вот это большая. Вот это больше линия реглана, а это меньше. И вот у них разница в пределах 4 сантиметров. Поэтому, если у вас нет клиента, на которого вы вяжете, вы берете еще одну таблицу, где указан размер, обхват шеи. Вот он. Обхват шеи. По нему делаете расчеты для реглана. Затем вывязываете реглан и ориентируйтесь вот по этой таблице по линии реглана. Эту таблицу и эту таблицу, как я уже говорила ранее, я выставлю на своих страницах в интернете и дам ссылки. Поскольку у меня длина реглана уже соответствует моему размеру, я буду изделие соединять. Вот, в принципе, у нас так с вами получается. V-образный вырез. Закончить вы должны
лицевым рядом. Вот я довязала лицевой ряд для того, чтобы можно было соединить. И теперь мы наше изделие соединяем в круг. То есть вяжем тем узором, который вами выбран. Довязываем до линии реглана. И дальше я вам покажу. Вот довязала я до линии реглана. И петли, вот линию реглана берем. И эту линию реглана тоже берем. Нанизываем на нитку эти петли все. Это у нас рукав. Вот эта часть. Вот, и так нанизываете от линии реглана одной до другой. Добираю я петли. Вот линию реглана я зацепила. Здесь тоже зацепила. Нитку эту отрезаю. И связываю. Теперь это все соединяю со спинкой. Вот у нас уже рукав получился. И провязываю. Вот здесь затяните. Петли спинки. То есть мы провязываем вот эту верхнюю часть. Доходим до следующей линии реглана. Значит, петлю линии реглана уже берем на нитку. Собираем петли. И до следующей линии реглана собираем все. Вот до этой петли. Ну и вот, что мы с вами на данный момент получаем. Вот здесь рукава. Это у нас вырез, который мы затем обвяжем. Все, и теперь мы вяжем само изделие вниз. Вяжите любым узором, который вам понравится. Опять же, только смотрите за направлением узора. Потому что есть такие, которые можно вязать только снизу вверх. А если вязать сверху вниз, как мы вяжем реглан, то направление узора поменяется, он будет кверх ногами. Ну, а я буду вязать просто. Вставлю зеленые полоски.
Теперь мы с вами берем нить другого цвета и будем присоединять. Значит, нить другого цвета лучше присоединять под рукавом где-нибудь. И провязываем. И вот здесь у вас будет ступенька. В следующем ряду я вам покажу, как ее избежать. Вот, полоски я буду вязать тоже лицевой гладью, то есть все петли лицевыми. И так вяжем по кругу вот до этого места. Значит, как я уже сказала, я вам покажу, как избежать вот этого перехода. Вот, довязываю я до того места. Видите, у нас заметен переход. Что мы делаем? Мы либо снимаем эту петлю, не провязывая, и вяжем дальше. Вот. И уже перехода не видно. Либо вы провяжите на один ряд ниже. Вот так. И перехода тоже не видно. Выбирайте любой способ. Только напоминаю, что в каждом ряду не забывайте перекручивать нити. Итак, связали мы практически полностью наше изделие. Остались рукава и горловина. Значит, теперь мы должны обвязывать горловину. Почему? Потому что горловина подтянется, и тогда будет у нас возможность точнее замерить длину рукава. Значит, набирать лучше всего таким образом. Вот здесь кромочные есть. Вот кромочные. Значит, из одной кромочной вывязываем одну петлю, а из другой кромочной вывязываем 2 петли. Я начну набирать с плеча, вот отсюда. Здесь у нас вот петли видны, протяжки. Вот за ней будем по одной петле набирать, по одной. Лицевая. Затем изнанка. Лицевая. Изнанка. Лицевая. Изнанка. Значит, вот по горловине наберите так резинкой самостоятельно.
После того, как вы собрали все петли из протяжек, эту нитку пока не убирайте. Потому что, мало ли, вдруг вам не понравится, как сядет горловина, вы сможете перевязать. Так, у меня здесь закончилась лицевая. Значит, следующая у меня будет изнаночная. Вот, из кромочной вывязываем изнаночную. А из следующей кромочной вывязываем одну лицевую. Вот, за полупетлю взяли. А теперь за полную петлю вывязываем изнаночную. Затем у нас пойдет одна лицевая из одной кромочной, а из следующей кромочной одна изнаночная за полупетлю и за полную петлю лицевая. Из одной петли вывязываем одну. Теперь у нас будет изнаночная. А из одной петли вывязываем 2. Сначала вяжем за полпетли лицевую, затем за полную петлю вот, и так набираем по кромочным. Значит, из одной вывязываем одну, из следующей кромочной вывязываем 2. И так вы обвязываете весь вырез. Ну вот, собрала я все петли, отметила середину. И смотрите, у вас количество петель, набранных с одной стороны, должно быть точно такое же и с этой стороны количество петель. Одинаково. Теперь мы с вами вяжем резинку по кругу до мыса. И дальше вот в районе мыса я вам покажу, как вязать. Вот дошла я до центра. Вот у меня центр отмечен. Эту нитку мы убираем. И вот эти 2 петли провязываем вместе лицевой. Значит, в первом ряду мы 2 петли провязываем вместе, только 2 петли. Дальше вяжем по кругу. Опять доходим до мыса, и я вам покажу дальше. Вот дошли мы опять до мыса. Теперь мы будем 3 петли провязывать вот этих центральных. Вот здесь у нас было 2 петли вместе провязанные. Теперь мы работаем с 3 петлями. 2 петли снимаем, не провязывая, вот таким образом. Вот заходим сначала во вторую петлю, потом в первую. Снимаем. Третью провязываем. И на провязанную надеваем вот эти 2 снятые. Вот. И у нас по центру будет идти вторая петля. Вот такой косичкой. Все, и дальше мы опять вяжем по кругу. Потом я вам еще раз покажу.
опять дойдете до мыса, и я вам еще раз покажу. Вот опять мы дошли до мыса. Вот у нас центральная петля. Значит, мы 2 петли снимаем, не провязывая, вот таким образом. 3-ю петлю провязываем и на нее надеваем 2 снятые. Вот так. И будем дальше вязать. Значит, вяжите планку. Обычно она вяжется в пределах 4 сантиметров. Вот, обычно в пределах 4 сантиметров. Ну, поскольку у меня это вяжется на манекен очень маленький, я буду где-то сантиметра 2,5 вязать. Обычно планка в пределах 4 сантиметров вяжется. Ну вот, такой в итоге мыс у нас получается. Провязав определенное количество планки, закрываем петли. Каждый закрывает по-своему, кто как привык. Я закрываю следующим образом. И надеваю. Затем у меня лицевая. Провязываю лицевой. На нее надеваю провязанную. Затем у меня изнаночная. И на нее надеваю эту петлю. Затем лицевая. На нее надеваю. Затем у меня изнаночная. И на нее надеваю. Вот, и так закрываю все петли. Но вы закрываете, как вы уже привыкли. Ну, вот такой итог у нас получился. Если вам обвязка горловины понравилась, значит, теперь вы эту нить удаляете. Значит, что хочу сказать. Вот я резинку и изделие само вязала спицами номер 2,5. Но рекомендуется резинку, вот эту обвязку, и резинку на изделии и на рукавах вязать на номер меньше. Ну, типа 2 или 1,5. Тогда будет более красиво смотреться. Вот. Так что имейте в виду, что для резинки нужны спицы на размер меньше. Теперь мы переходим с вами к расчету рукава именно в этой части. Эту часть мы с вами связали. Вот она. Причем вот половина рукава мы также будем с вами рассчитывать для половины рукава. Измеряем с вами длину рукава по локтю и до запястья. Причем
рука должна быть согнута под прямым углом. Вот так замеряем от этой части, то есть вот отсюда и вот сюда. Значит, вся длина рукава вот до этой точки, от этой до этой, у меня 18 сантиметров. 18 сантиметров. Отбросьте какое-то количество сантиметров на резинку. Вот я на резинку буду давать 2 сантиметра. Значит, оставшаяся часть у меня будет 16 сантиметров. Здесь замеряем сантиметровой лентой рукав. У меня здесь 8,5 сантиметров. Вот эта часть. Теперь замеряем окружность запястья. Вот у меня полная окружность вот здесь 10 сантиметров. То есть 5 сантиметров на одну половину, 5 сантиметров на другую половину. Опускаем из самой широкой точки перпендикуляр до резинки. И высчитываем вот эту часть. Мы от 8,5 отнимаем 5 сантиметров. Получаем 3,5 сантиметра. Теперь мы должны найти вот эту часть, высоту. Сколько сантиметров. Вы можете либо полностью рукав сделать в натуральную величину и высчитать эту линию вертикальную, либо можно воспользоваться теоремой Пифагора. Квадрат гипотенузы в прямоугольном треугольнике равен сумме квадратов двух катетов. То есть вот эта часть в квадрате 16 в квадрате равно 3,5 в квадрате плюс х в квадрате. Отсюда находим х в квадрате. Х в квадрате равен 16 в квадрате минус 3,5 в квадрате. Как возвести число в квадрат? Надо это число умножить само на себя. То есть мы 16 умножаем на 16. 16 умножить на 16. 256. 256 минус 3,5 возводим в квадрат. 3,5 умножаем на 3,5. 3,5 умножаем на 3,5. 12,25. 12,25. Минус 256. Получаем 243,75. Корень квадратный 243,75.
просто на значок квадратного корня. И получаем 15,6. Вот эта вертикальная линия будет у нас 15,6 сантиметра. Теперь нам нужно определить, сколько петель в этих отрезках. Можно посчитать, а можно, вот у меня, допустим, в 1 сантиметре 3,29 петли. Вот. И узнаем, сколько здесь петель. 3,29 умножаем на 8,5. Получаем 28 петель. Вот здесь у меня 28 петель. Теперь надо узнать, сколько петель в 5 сантиметрах. 3,29 умножаем на 5. Получаем 16,45 или 16 петель. Ну, я надеюсь, здесь все еще очень просто высчитать. Теперь мы должны определить разницу между широкой частью и узкой частью. От 28 мы от 28 петель широкой части отнимаем количество петель в узкой части. Получаем 8 петель. Это разница между широкой и узкой частью. Теперь вот эту линию мы нашли 15,6 и 6 делим на разницу в петлях. И получаем 1,95 сантиметра. Берем наш образец, который не выбрасываете, не распускаете до того времени, пока не свяжете изделие полностью. И смотрите, сколько кромочных у вас. Ну, здесь 2 сантиметра округляем. Вот в 2 сантиметрах сколько кромочных. Вот у меня получается 1, 2, 3, 4 кромочных. Значит, в 2 сантиметрах 4 кромочных. А мы знаем, что одной кромочной соответствует 2 ряда. А 4 кромочным, значит, 8 рядов. Значит, нам нужно делать убавление, по крайней мере мне, в каждом 8 ряду. То есть в одном ряду я убавила, вот здесь я убавлю, потом 7 рядов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов я провяжу без убавлений, и только в 8 ряду я делаю убавление. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
и в 8 делаю убавление. Вот и все. Тут считать практически и нечего. Теперь берем наше изделие и все петли перебрасываем на спицу. А нитку выдергиваем. Теперь берем основную нить, которую мы вязали. И в первом ряду сразу будем делать убавление. Первую петлю провяжем, затем 2 петли провяжем вместе. Дальше вяжем лицевыми петлями. И будем убавлять с другой стороны. Будем провязывать вместе вот эти 2 петли. Кромочную мы не трогаем, а вот эти 2 провяжем вместе. Вот довязала я ряд до конца. Там я провязывала убавление вот на этой стороне с наклоном вправо. Значит, здесь мне нужно провязать с наклоном влево. И кромочная. Теперь мы должны провязать 7 рядов без убавлений. То есть мы провяжем следующий ряд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в 8 сделаем опять убавление с одной стороны и с другой. Причем предупреждаю, если у вас убавление попадает на изнаночный ряд, значит вы убавляете в изнаночных рядах. Кто вяжет полосками, как я? Вот я здесь провязала 2 ряда, значит я сейчас еще один провяжу и расскажу по поводу вот этих именно полосок. Вот довязываю я изнаночный ряд до конца. И последнюю петлю я не трогаю. У меня должна идти зеленая полоска. Значит, вот эту последнюю петлю я должна провязать вот зеленым цветом. Это первый нюанс. Сейчас еще про один расскажу. И теперь я вяжу полоску зеленым цветом. Вот, смотрите, у нас эта петля как раз в этом ряду находится. Если бы мы провязали кромочную желтым цветом, у нас бы вот здесь был желтый цвет, и было бы некрасиво. Скакали петли. А так у вас будет полоска ровная. Теперь еще вот о чем. Смотрите. Здесь на основном изделии я вязала 5 рядов. Полоской вот этой. 1, 2, 3, 4, 5. Если я буду вязать тоже здесь на рукаве по 5 рядов, смотрите, где у меня зеленая закончится. Вот я сейчас провяжу 1, 2, 3, 4 и 5-й ряд у меня останется с этой стороны. А желтый у меня здесь цвет. Вот поэтому, когда вы надумаете вязать полосками, берите обязательно количество рядов четное, чтобы у вас эта полоска заканчивалась бы здесь, где и начиналась. Иначе это мучение будет у вас. Вот, поэтому обязательно этот вопрос продумайте. Вот я не обратила внимания, 5 рядов поставила, а здесь 10. То есть в 2 раза больше.
Вот, так что смотрите, этих должно быть четное количество рядов, и это должно быть четное количество рядов. Буду надеяться, что вы не забываете в каждом ряду, когда две нити с одной стороны, их перекручивать. Значит, вяжем до нужного размера рукава, то есть до нужной длины, но я буду вязать рукав короткий, спортивный. Вот, не знаю, посмотрю, сколько сантиметров. Коротенький рукав буду, полностью не буду его вязать. Ну вот, и довязали мы с вами джемпер с V-образным вырезом, о котором меня многие просили. Заодно, я надеюсь, вы научились рассчитывать рукав. Вот так он выглядит спереди. Ну и вот так этот джемпер выглядит сзади. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.